Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. С вами снова мой YouTube-канал и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я на заливе Пьюджет Саунд. Это называется Алкай-Бич. Частичка Калифорнии в Сиэтле. Сзади, возможно, если вы хорошо присмотритесь, вы можете увидеть центр Сиэтла и башню Space Needle. Сегодня у меня выходной. Я просто задолбалась работать, поэтому взяла несколько дней отдыха. И хотела с вами поговорить на такую тему, о которой спросили недавно на ивенте, на котором я была. Наша местная группа WorkChat Seattle периодически организует встречи. И была встреча про синдром самозванца, на которой одна из девушек спросила, насколько вообще психотерапия помогает в работе. И, допустим, справляться с синдромом самозванца в частности, но и в поиске работы, в карьерной реализации, в принципе. И мнения разделились. Многие люди считают, что нет, не особо. Кто-то считает, что психотерапия больше помогает в отношениях. Кто-то вообще, в принципе, не считает, что психотерапия важна. Кто-то считает, что лучше коучинг и прочее. Я подумала, что мне есть что сказать на эту тему. И хотела просто рассказать несколько собственных историй о том, как психотерапия помогла мне. Кстати, я думала о том, что Юре психотерапия в работе помогла даже больше, чем мне. Поэтому такой небольшой тизер. Я думаю, что мы поговорим об этом с Юрой тоже в рамках нашего совместного подкаста. Но сегодня я как раз хотела поговорить в основном о себе. Я могу сказать, что психотерапия мне действительно очень помогла разрулить какие-то конкретные ситуации, и я расскажу о них. В 2019 году у нас случился просто какой-то конкретный коллапс с Юрой в карьерном плане у обоих. Просто все, что мы запланировали, пошло по одному месту. И мы очутились в ситуации, где все, в общем, что могло пойти не так, пошло не так. И мы находились в ситуации, где казалось, что просто почва ускользает из-под ног. Ты уже вообще ничего в этой жизни не контролируешь. И, в общем, с каждым днем все катится дальше и дальше, глубже и глубже. И казалось, что просто выхода из этой ситуации нет. И вот конкретно с этим запросом я первый раз в своей жизни пришла в психотерапию. Я думаю, что я бы вывезла эту ситуацию без психотерапии, потому что оно все как-то разрулилось в какой-то момент. И я бы делала действия без психотерапии по тому, как это все разруливать. Но, если честно, я думаю, что стоило мне это бы все намного большего количества нервов. Возможно, это бы стоило нам с Юрой отношений в тот момент. То есть, возможно, мы бы вырулили, возможно, мы бы что-то решили, но вопрос еще, остались бы мы после этого вместе или нет. Да, я хотела бы рассказать эту историю. Все началось с того, что я работала в хедж-фондах в тот момент, как я уже говорила, мы жили в Литве, в Вильнюсе. И к 2019 году, сейчас скажу, это был 4-й год мой в хедж-фондах. Наверное, вот в 2018-м прям это был апогей моей карьеры в хедж-фондах. Получилось так, что в 2018 году как раз я уже чувствовала себя более-менее опытным аналитиком, я уже ездила в командировки. И в 2018 году мы как группа, как наша литовская команда, мы присоединились к другому хедж-фонду. Мы стали эксклюзивным их провайдером аналитики, и мне доверили целое подразделение. То есть подразделение, которое занималось аналитикой металлов. Я начинала развивать это сама, и это было логично, потому что я и до этого работала со всем, что напрямую связано с Китаем, а рынки металлов, 50% потребления — это Китай. И до этого я занималась этим как мой собственный небольшой проект, но хедж-фонд, с которым мы в тот момент начали работать, он хотел развивать это направление, и сначала, я помню, мне дали нанять одного аналитика. В какой-то момент у меня уже собралась команда из 4 ребят. Нам, во-первых, сложно было найти в Литве аналитиков. Одного только человека мы нашли в Литве. И поэтому мы еще как сайд-проект, я занималась тем, что мы начали перевозить ребят из России и Украины. Мы искали в России и Украине, но в результате как-то так получилось, что все, кого мы нашли, были из России. И для меня прям это было такой некой миссией в чем-то, в том числе, потому что
Это были ребята, которые очень хотели уехать. Мы им делали документы, мы их перевозили. Я ездила в Россию, открывала собственную компанию, чтобы можно было их сначала нанять там, пока они, допустим, проходят испытательный срок и так далее, а потом их релоцировать. Я сама проходила до этого через всю эту релокацию, оформление рабочих виз и так далее. Я знала процесс, я помогала с этим процессом. И прям, да, вот мой 18-й год, это было время, когда... Во-первых, на меня свалилась в моменте огромная ответственность, но я была настолько рада этому всему. Мне нравилось обучать ребят. Это какой-то военный самолет. У нас, кстати, здесь Тихоокеанские военные базы недалеко. И довольно часто что-то летает. Периодически проводятся учения, потому что в какой-то момент я читала, что один из американских полковников заявил о том, что не нулевой шанс войны с Китаем в случае нападения Китая на Тайвань, и поэтому, да, у нас регулярно проводятся учения Тихоокеанского флота и авиации. Вот такие дела. Я говорила о том, что в тот момент я была прям супер увлечена. Во-первых, у меня было очень много работы, и я проводила большое количество времени на работе, больше 8 часов в день я явно работала в тот момент, но я прям горела этим. То есть мне было классно обучать ребят, мне было классно, что я действительно помогаю людям, которые хотели уехать из России, это сделать. Я делаю им документы. Я в то же время, у меня там компания на меня в России. Я типа такая бизнес-вумен. И в то же время я постоянно катаюсь в какие-то командировки. И в то же время я перестала делать какую-то рутину, потому что для этого теперь были ребята, которых можно было научить делать эту рутину и самой ее больше не делать. Короче, да, наверное, 18-й год это прям был момент моей такой карьерной эйфории. В то же время у Юры тоже был очень интересный период. Одновременно мне выплатили огромный бонус. Для тех, кто не знает, в хедж-фондах вообще это такая система оплаты труда. То есть тебе платят зарплаты, которые, может быть, не очень высокие, но нормальные, хорошие зарплаты тебе платят. Но типа не супер топ, как в IT, да, зарплаты. Но в то же время в хедж-фондах есть годовые бонусы. И эти годовые бонусы — это X сколько-то от твоей годовой зарплаты. То есть, нормальный годовой бонус может быть, равен твоей годовой зарплате. Хороший годовой бонус — это, несколько X от твоей зарплаты. И вот в тот же 18-й год, когда мне дали открыть компанию в России, когда мне дали собрать команду и прочее, в тот же момент мне выплатили годовой бонус. Я обалдела от того, сколько мне одномоментом выплатили денег. То есть мне выплатили там 5х моей зарплаты годовой в тот момент. Я была в шоке, если честно. Я абсолютно этого не ожидала. И все эти деньги, не все, но большую часть этих денег мы вложили на тот момент в Юрин проект. И это мне на самом деле тоже... Я безумно горела этим проектом. У Юры действительно был очень классный проект игры, который до сих пор на уровне прототипа, на котором мы его тогда закончили. Получилось так, что у Юры действительно был очень классная идея. У него была небольшая команда, у него была иллюстратор, с которой он работал. И периодически к ним присоединялись еще другие люди. Они делали пиксель-арт-игру. И то есть мы посчитали вот этого бонуса, который мне на тот момент выплатили. Части этого бонуса хватало на то, чтобы, допустим, в течение года Юре вместе с командой делать прототип этой игры. И идея в том была, что они делают одну главу, играбельный прототип полностью на наши деньги. И после этого Юра едет на конференции, общается с инвесторами, показывает им этот прототип. И да, если это выстреливает, если в него действительно кто-то инвестирует, он продолжает этот проект, соответственно, уже не на наши деньги. А если не получается, значит, не получается, и Юра возвращается на работу. И вот этот 18-й год для Юры тоже был супер эйфорическим, я бы сказала. То есть там были и взлеты, и падения, и прочие всякие разные рабочие моменты, но он прям горел этим проектом. То есть я помню, они все в команде маленькой горели этим проектом. Я помню, что я их безумно поддерживала. Мне нравилось то, что они делают. Им нравилось. Я помню, как мы устраивали
мини-корпоративы. Юра еще меня называл инвестором. Я думала, да, я, наверное, самый тупой вообще в жизни инвестор, если уж на то пошло, потому что как бы вот с точки зрения инвестиций, с точки зрения финансового аналитика, это была абсолютно рискованная инвестиция. Но мы все настолько этим всем горели, что я помню, да, вот эти вот корпоративы. У меня были корпоративы со своей командой аналитиков, у меня были корпоративы с Юрой, с его иллюстраторкой и там вот с другими людьми, которые там периодически к ним присоединялись, с ними работали. И, в общем, да, то есть 18-й год был просто какой-то волшебный, наверное, для нас обоих. Мы занимались тем, что нам нравилось, мы горели своим делом, чувствовали себя реализованными и прочее. Но тут наступило лето 19-го года. И просто все медленно пошло по везде. По-другому я просто не могу сказать, потому что началось все, наверное, в начале лета, когда фонд, с которым мы работали, он надеялся найти сторонние инвестиции довольно быстро, потому что создатели, они были как бы очень известными людьми в индустрии. Они до этого занимали действительно очень высокие посты, и как бы они надеялись, что их имени им хватит для того, чтобы быстро найти, кто в них инвестирует. Обстоятельства сложились иначе, рынок был, возможно, не такой хороший, возможно, просто они действительно заложили слишком мало времени. Ну и да, они заложили слишком мало времени. И все их как бы надежды не оправдались. И получилось, что вот этот вот сетап, который у нас был, он оказался для них слишком дорогим. И началось все с того, что в начале лета 2019 года Юра как раз доделывал свой прототип, и мы понимали, что денег, которые у нас на тот момент остались от бонуса, их не хватит, чтобы покрыть все. То есть их тютелька в тютельку хватало, чтобы кое-как закончить прототип, и то желательно было чуть-чуть побольше. Но после этого Юре нужно было начинать активно ездить на конференции и общаться с инвесторами. И это как бы тоже затраты. И этих денег у нас уже не было. И мы понимали, что если даже мне выплатят минимальный бонус, нам хватит. То есть мы уже в тот момент как бы довольно комфортно жили на зарплату, бонусы мы тратили вот на Юрины проекты и, может быть, на какие-то там, я не знаю, дополнительные путешествия или, не знаю, незапланированные траты. Вот. И мы понимали, что даже минимальный бонус, если мне выплатят, все будет хорошо, поэтому мы не парились по этому поводу. А бонус вот как раз у нас объявлялся летом обычно. Началось лето с того, что вместо того, чтобы объявить там вообще какие-либо бонусы, нам сказали: сорян, ребята, но у нас снижение издержек, и мы сворачиваем весь этот сетап. В тот момент у меня было 3 аналитиков, и мне сказали, что окей, ты можешь оставить 1. 2 тебе нужно уволить. Типа, выбирай, кого ты увольняешь, 2 тебе нужно уволить. И я понимаю, что у меня 1 литовец и 2 русских, которых мы перевезли в Литву полгода назад. И я понимаю, что даже если я уволю литовца, которого я на самом деле не хотела увольнять, мне все равно придется увольнять кого-то из русских ребят. И это было невероятно тяжело в моменте. В тот момент я еще не была в терапии, в тот момент я, наверное, начала как раз вот смотреть какие-то видео по поводу психотерапии и как-то вообще думать о том, насколько это реальная вещь, которая может помочь. Но я помню, что я реально вот тогда начала потихоньку не вывозить. Ну, то есть, да, в результате мы действительно уволили 2 русских ребят. Я попробовала сделать все, что в моих силах, чтобы познакомить их с другими компаниями, которые были в Литве и теоретически могли бы их взять. Я знаю, что это не сложилось. Даже не сложилось, как мне кажется, больше по нежеланию ребят. И там, действительно были ред-флаги в этих местах, почему ребята не хотели туда идти работать. Я помню, что меня в моменте очень поддерживал руководитель офиса, который все эти абсолютно ебаные, абсолютно неприятные и ужасные разговоры проводил со мной вместе. Говорил, что если я не могу ребят увольнять, он это сделает за меня. Я говорила: нет,
я вообще не могу так поступить, потому что это, моя команда, это люди, которых я нанимала, это люди, с которыми я работала, и что я, сейчас пойду и скажу, даже не поговорю с ними. Нет, я, это мой долг перед ними, это, блядь. Вот. Ну, и я помню, что с ребятами мы расстались, на максимально хорошей волне, на которой можно было в тот момент расстаться с ними, но это просто какие-то невероятные чувства вины, которые я в тот момент испытывала. Да. Ну, в общем, это было действительно очень тяжело в моменте. И плюс, второе, кроме того, что мне нужно было увольнять людей в тот момент, первый раз в моей жизни вообще я кого-то увольняла, меня сжирало чувство вины по поводу Юры. То есть, когда я поняла, что никакого бонуса мне не светит в принципе, я поняла, что все, у нас нет возможности. То есть Юрин проект, он практически сделан. Вот прототип. То, что можно показать людям, и то, что может позволить Юре получить какой-то фидбэк, да, то есть получить ощущение, даже если не инвестируют в этот проект, извлечь из этого какой-то опыт и так далее. Ну, то есть это было настолько близко, и я помню, что я понимала, что я не могу ничего сделать в этой ситуации, но проект нам нужно замораживать. И я знала, что это разобьет Юре сердце в том или ином ключе. Я понимала, что да, это не только моя ответственность. Понятно, что могут по-разному сложиться обстоятельства. Мы это все проговаривали, закладывали и прочее. Мы говорили о том, что может быть создаться такая ситуация, когда, я не в состоянии это вывозить одна, и Юре придется что-то тоже с этим делать, сворачивать и прочее. Вот. Но чувство вины, вот именно еще из осознания, что это все было так близко, оно меня просто съедало. А Юре реально это разбило сердце. То есть он никогда не винил меня, он всегда говорил только о том, что я идеальный партнер в том плане, что даю ему действительно реализовывать вещи, которые... Я прекрасно понимаю, что во многих семьях такой разговор был бы нон-стартер, потому что действительно мне вся ответственность за весь наш доход и еще и за Юрин проект в течение года висела на мне. Вот, то есть, да, я понимала, что этот человек испытывает ко мне благодарность по этому поводу, только благодарность и так далее. Но, во-первых, насколько я сама себя винила, а во-вторых, тот факт, что независимо от этого он действительно свалился в глубокую депрессию. И это было тяжело. Так прошло наше лето. Точнее, нет, так прошел первый месяц нашего лета. А после этого наш хедж-фонд, с которым мы работали, решил, что он еще сильнее снижает издержки. Нужно было, соответственно, кого-то еще увольнять. Но тут руководитель нашего офиса, нашего мини-офиса сказал: все, ребята, с меня достаточно, я ухожу. А у него действительно такая хорошая ситуация в тот момент была, ему выплатили еще больше бонус, чем мне. И человек осознавал, что он может просто уйти в никуда, посидеть какое-то приличное время не работая, поискать себя, возможно, открыть свое собственное дело и прочее. Он уходил. Но дело в том было, моя рабочая виза была завязана на его компанию. Соответственно, нам нужно было, во-первых, создавать новую компанию в любом случае, чтобы сохранять хоть какой-то сетап литовский. Во-вторых, соответственно, мне нужно было создавать на себя уже эту компанию, потому что так получилось, что я оставалась за старшую. И вот этот момент, наверное, был частично позитивным, то есть он, конечно, добавил геморроя в моменте, но он был частично позитивным, потому что у меня сильно увеличилась зарплата в тот момент. Просто за счет того, что так устроена налоговая система. То есть, когда ты имеешь компанию, ты можешь работать по договору контракторскому как директор для своей компании, и ты платишь сразу значительно меньше налога.
удивительная вещь. Удивительная вещь в том плане, что она делает так, что люди, которые много зарабатывают в Литве, платят меньше налога, чем люди, которые мало зарабатывают и работают на компанию. Отвратительная вещь с точки зрения общественного неравенства, но вещь, которая мне в тот момент помогла. И я помню, что мы начали, соответственно, весь этот процесс. И мне, чтобы получить документы в Литве как владельцу бизнеса, обязательно было вложить какие-то деньги. Я помню, как на первоначальный взнос, но с этим мне помогла моя компания. В смысле, компания, с которой мы работали, хедж-фонд. Потом, и мне нужно было, чтобы обязательно работало 2 человека в компании. Но да, 2 человека, там как раз нас, по-моему, осталось... Да, нас осталось 4, то есть я и еще 3 человека. То есть, в принципе, мы подходили под эти условия, и я думала, окей, вроде как мы даже и не бедствуем теперь с Юрой, потому что у меня немножко увеличилась зарплата. Мы переоформили все эти документы, вроде подуспокоились. Юра все еще был в депрессии, потому что он действительно очень тяжело переживал вот эту вот, потерю собственного проекта. Ну и в то же время у него были другие проблемы. И он начал газлайтить его лучший друг и другие вещи. В общем, да, Юра был в депрессии, но я вроде как более-менее начала вывозить. И тут проходит какое-то время. Я помню, этот хедж-фонд в какой-то момент мне предложил переехать в Лондон. Я такая, вау, окей. Но, во-первых, мне дали не очень хорошую зарплату, предложили, а во-вторых, для Лондона, выше, конечно, чем у меня была в Литве, но для Лондона не очень хорошая. Плюс я подумала, эти люди только что довольно жестко нас кидали. Ну и я все понимаю, снижение издержек, все дела и так далее, но проблема была в том, что каждый раз нас ставили перед фактом, то есть нас никогда не предупреждали заранее. Они могли бы это сделать. То есть они задолго понимали, что такое возможно. Мне это сказали в последний момент, и меня заставили день в день. То есть людей, которых я увольняла, я узнала о том, что я должна их увольнять, за пару часов до того, как я их увольняла. What the fuck? То есть я считала, что это действительно просто нас жестко поставили. Тут я понимаю, что эти же люди зовут меня в Лондон, и я такая, нет, я не поеду в Лондон. Я бы очень хотела поехать в Лондон, но не на таких условиях. И мы сидим, вроде как, только-только я получила свой новый ВНЖ, мы переоформили документы, все, мы вроде сели с ребятами работать и прочее. Я помню прям день, когда я задолбалась, я поработала с утра из дома, устроила себе полдня выходного, потому что я уже все, чувствовала себя просто как выжатый лимон. Юра уехал в Россию навестить родных. Я гуляла с собакой, и мы как раз тот вечер, это была пятница, мы собирались с ребятами пойти отпраздновать, устроить такой мини-корпоратив, то, что вроде как мы живы, мы работаем, и вроде как, пока никого никуда не увольняют. И тут я, днем гуляю с собакой, собираюсь вечером ехать с ребятами отмечать. И мне звонят из хедж-фонда и говорят, что Наташа, сорян, но мы что-то решили, в общем, весь литовский офис закрыть. И нанять чувака в Лондоне, который будет нам аналитиком, а вас всех уволить. Мы понимаем, что у тебя там документы, все дела. За месяц следующий мы вам заплатим, вы можете не работать, и думать, что будете делать дальше. А в тот момент я уже была в терапии. Я думаю, твою мать. Я просто стою и думаю, ладно, окей, людей я уже увольняла. Окей. Работы у меня нет. Я поискивала, на самом деле, как-то тогда сторонние еще работу, потому что я понимала, что может сложиться такая ситуация. И я понимала, что сравнимую работу, у меня действительно была приличная зарплата в тот момент, сравнимую работу я не найду. И слава богу, я была в тот момент в терапии. Потому что я помню тот день, я просто взяла собаку в охапку и поехала в офис к ребятам. Да, я помню этот разговор, господи, такой нахрен кринж. Я просто приезжаю в офис, я говорю, ребята, у меня есть очень плохая новость. У меня есть одна небольшая хорошая новость. С какой начать? Говорят, давай. Плохих новостей мы уже слушали много. Я говорю, нас всех уволили. Такие, что, блядь? Я говорю, я серьезно?
Я говорю, да, у нас есть месяц, типа за этот месяц нам всем зарплатят. Я говорю, я вам обещаю, что я сделаю все в своих силах, чтобы мы нашли какую-то работу. Я ничего не гарантирую. Сегодня я в ахуе. У меня нет никакого плана. Я не знаю, что делать. Я вам обещаю, что с понедельника я буду активно думать в эту сторону. Но сейчас единственное, что я могу сказать, это то, что мы сегодня все еще можем пойти бухать. Ну и да, в тот вечер мы пошли бухать. Вот, но к психотерапии я помню, вот где-то, наверное, за месяц до этого я пошла в психотерапию. Моя первая психотерапевтка работала в когнитивно-поведенческом подходе. Что делает когнитивно-поведенческий подход, на мой взгляд? Он очень хорошо помогает справляться с тревогой. Он помогает выводить тревогу из состояния вот этих вот бесконечных руминаций, когда у тебя просто прокручиваются в голове циклические мысли. В моей ситуации это было «мой муж в депрессии убьет себя», а у Юры действительно были суицидальные мысли. У меня есть команда ребят, которые обалденные аналитики. Я обожаю каждого из них. И нас всех могут уволить в любой момент. Если я потеряю работу, мы потеряем документы. И если мы потеряем документы в Литве, то мы уедем обратно в Россию. Это был, наверное, мой самый главный страх в тот момент. Даже вот сама мысль о том, что может появиться такая ситуация, когда просто у меня нет основания находиться в этой стране, и мне нужно собирать шмотки и уезжать обратно на родину, вызывало у меня такое состояние тревоги, что мне самой хотелось пойти и нахрен выпилиться. Вот. И что делает когнитивно-поведенческая терапия? Она помогает разбирать каждую из этих ситуаций, смотреть, валидный этот страх или нет, рассматривать катастрофические сценарии и отвечать на разные вопросы, которые ты обычно себе не задаешь. То есть оспаривать валидность мысли, там, я не знаю, может быть вопрос, там, а как бы ты поговорила в этой ситуации, если бы к тебе друг пришел с таким вопросом, да, как бы ты с ним поговорила, там, в отличие от того, как я разговариваю сама с собой, как бы к этой ситуации отнесся там какой-то другой значимый тебе человек и прочее. То есть, если я не ошибаюсь, называется «13 вопросов сократического диалога», тоже часть когнитивно-поведенческой терапии. То есть ты выносишь вот эти мысли, которые ты боишься даже додумывать. В моменте настолько они разъебывают тебя на бумагу и в плоскость действительно рациональных мыслей. И проблема в том, что когнитивно-поведенческая терапия очень хорошо помогает с тревожностью, которая необоснованная, которая, допустим, основана на том, что ты что-то себе придумываешь, ты параноишь и так далее. Она хуже помогает с ситуациями, которые реальные. То есть, мы реально могли уехать в Россию в тот момент, и я реально думала, что это самое худшее, что может случиться со мной. Я реально думала в какой-то момент, может быть, лучше... Ну нет, на самом деле, нет, я вру. Я, наверное, не хотела... именно всерьез я не думала в тот момент о суициде. Я думала, что я смогу это как-то вывести. Что у меня был Юра рядом, который думал о суициде. Я скорее думала, что я буду делать с Юрой. Вот, но проблема была в том, что, я говорю, эти мысли, они настолько пугающие, что ты боишься их додумывать. И вот ты приходишь на терапию и начинаешь все это рассказывать, а терапевтка давала тогда задание. А я помню, что у меня просто в какой-то момент включился вот этот вот синдром хорошей девочки-отличницы, и я думала, что окей, я ничего не контролирую в этой ситуации, у меня просто вся жизнь идет по пизде. У меня есть человек, который вроде как квалифицирован мне помочь. Поэтому я просто буду делать все, что она мне скажет. И я садилась, перешагивала через себя и прописывала эти таблички. И я помню, что даже в какой-то момент мы пришли с Юрой к тому, что
Он, понятно, искал работу в Литве, и там еще была такая ситуация, господи, как же было нахрен обидно. 5 лет нужно прожить в Литве, чтобы получить постоянный вид на жительство. И все бы наши вот эти вот проблемы, что наше право на жизнь в Литве завязано на работу, закончилось бы через полгода после этого. Но эти полгода мы не дожили, и поэтому нам нужно было как-то прожить полгода. Я помню, что, да, соответственно, чтобы мне оставить такой же сетап, чтобы я могла продолжать работать и иметь вид на жительство на нас обоих, на семью, мне нужно было оставлять эту компанию и иметь минимум 2 сотрудников в ней. Если этого не случалось, я могла бы теоретически себе найти либо работу с большой зарплатой, чтобы, опять же, квалифицироваться на рабочую визу, которая позволяла бы и Юре сделать документы. Это было сложно в моменте, и у меня был, скажем так, вариант, куда я могла бы пойти, где мне, в принципе, ждали, но куда я очень не хотела идти, просто потому что мне не нравились люди. И, соответственно, был вариант найти мне работу какую-то хреновую, с небольшой зарплатой, но тогда я могла бы сделать документы только на себя. То есть мы думали о том, что, возможно, мы ищем работу вместе, и Юра там постепенно начинал искать работу тогда, и делаем себе просто отдельно 2 рабочие визы. И я помню, что я знала в тот момент, что хоть какую-то работу я найду. Не факт, что я смогу сделать Юре документы, но я соглашусь на любую работу, которая даст мне вот на эти полгода вид на жительство и позволит мне остаться в стране. Я помню, что Юру не совсем этот вариант устраивал, потому что по специальности как-то, не предвиделось, что он найдет работу по специальности, а уходить вообще куда-то непонятно куда ему не хотелось, и он думал о том, что для него возможно уехать на какое-то полгода, допустим, поработать в Москву и набраться опыта, вернуться в профессию и так далее, и думать оттуда, как ему перебраться обратно ко мне, это более реалистичный вариант. И я помню, что вот этот вот разговор был прям очень важный, как катастрофический сценарий для нас обоих, когда я остаюсь в Литве, я ищу работу там, а Юра уезжает на время в Москву, работает, и из этой ситуации мы пытаемся найти вариант, как нам воссоединиться обратно. И, возможно, вариантом было то, что я получаю постоянный вид на жительство, и после этого мы обратно делаем Юре документы. Я честно могу сказать, что я не знаю, как я бы это вывезла без психотерапии, и как бы мы могли друг с другом взросло поговорить без психотерапии. И не только моей психотерапии, но и Юриной психотерапии. Потому что я помню Юру до психотерапии в депрессии. Я просто приходила домой, Юра лежал на полу, обнимал собаку и бился в истерике. И так повторялось из раза в раз. И я вообще не знала, чем я могу ему помочь. Я чувствовала ужасную вину за всю эту херню. Я в какой-то момент чувствовала раздражение. Почему, только я за это в данный момент отвечаю? При этом я понимала, что человек в депрессии не может сделать вообще ничего. Да, и я помню, что мне огромных усилий стоило пойти в психотерапию, потому что у меня у самой была огромная стигма по этому поводу. Плюс еще это большие деньги. Денег у нас как-то не предвиделось, хорошей ситуации с деньгами. И я понимала, что я сейчас могу большую часть денег потратить на то, что вообще не факт, что нам поможет. Но я помню, что в какой-то момент я просто поняла, что я не вывезу, и пошла. Юра до этого мне говорил, что он вообще не пойдет в терапию, 100%. Я думаю, и хер с тобой, окей, хотя бы я как-нибудь собой позанимаюсь сейчас. Но я помню, что как только я пошла в психотерапию, он прям заинтересовался. Он такой: а как ты себя чувствуешь? А что с тобой? Я говорю: Юра, я не знаю. То есть, за одно занятие ничего не случится. Он такой: ладно, если тебе это будет помогать, если тебе станет лучше, то, может быть, я тоже подумаю. Я говорю: окей, но я не могу тебе ничего гарантировать, да, то есть. Но я помню, что мы взяли действительно
5 занятий я отзанималась, и я стала понимать, что мне, ну вот, по крайней мере, с острым вот каким-то психотерапия очень хорошо помогает справляться с острыми состояниями. Вот когда у вас вот сейчас вот прям мир рушится, психотерапия очень хорошо поддерживает. Особенно, если рядом с вами нету близких людей, которые могут вас поддержать. А вот если вы чувствуете, что вы прям вот реально в одиночестве в этой всей ситуации. И психотерапевт тогда будет близким, поддерживающим вас человеком. То есть это, по сути, как ваш лучший друг, только который еще при этом что-то понимает, да, который не скажет вам какой-то херни или не даст вам плохого совета, а который скорее поможет вам разобраться в себе, поможет разобраться, ну, действительно задаст вам какие-то важные вопросы, которые вы боитесь задавать себе сами. При этом там не будет вас осуждать, не скажет вам какую-то глупость, которая вас травмирует еще больше и так далее. Вот, я ощущаю, наверное, хорошего психотерапевта вот в таком ключе, когда какое-то острое состояние. И острые состояния действительно довольно быстро решаются в психотерапии, потому что у вас огромная мотивация. С чем-то более глубоким работают намного дольше, просто потому что что-то глубокое и хроническое, вот то, что у вас где-то на подкорке сознания висит всю жизнь, это состояние нужно сначала вывести в острое состояние, чтобы вообще как-то начать с ним его решать. А не факт, что у вас есть мотивация выводить это в острое, потому что в моменте сначала вам становится хуже. И, возможно, в какой-то момент люди просто понимают некоторые, что, я не хочу с этим дерьмом разбираться, что-то как-то мне и жилось до этого вроде нормально, а сейчас мне стало в моменте хуже. И да, поэтому хронические состояния намного сложнее решать. А вот острые, да, когда вы понимаете, что у вас просто нет выхода, чтобы это не решить, психотерапевт помогает. Я помню, что на 5-е занятие мне становилось, во-первых, спокойнее самой, я начинала понимать, что тревожность у меня спадает, а с другой стороны, я помню, что я Юре тогда сказала: Юрий, я не могу тебе гарантировать, что она тебе поможет, психотерапевтка в смысле моя, но я могу тебе гарантировать, что она не сделает тебе хуже. И я помню, что это прям был страх, и для меня было это очень важно, просто осознать, что вот именно вот этот психотерапевт не сделает хуже. Потому что, я была наслышана всяких историй о некомпетентных психотерапевтов, и мы можем отдельно там с Юрой, допустим, поговорить о том, как выбирать психотерапевта, на что обращать внимание и так далее. Но действительно, психотерапевты — это люди, которые владеют некими техниками манипуляции лучше, чем другие обычные люди. И действительно, плохой психотерапевт может сильно ухудшить ваше состояние. И вот я помню, что я просто тогда говорила Юре, что она не сделает тебе хуже. Вот это единственное, что я тебе могу гарантировать, но мне кажется, что это уже много. И да, он пошел в психотерапию, она вывела его из депрессии, она вернула ему возможность вообще что-то сделать в этой жизни. Юра вернулся в карьеру во многом благодаря психотерапии. Юра понял, чем он хочет заниматься лучше с помощью психотерапии. Он начал лучше планировать, потому что до этого, когда мы планировали Юрины проекты, мы просчитывались. Очень много раз мы конкретно просчитывались. И просчитывались мы потому, что Юре настолько хотелось этим заниматься, что он не досчитывал какие-то вещи, потому что ему хотелось меня убедить, что, мы должны это делать. А когда я начинала задавать какие-то ему вопросы, он начинал становиться, очень protective по поводу этого и defensive. И когда я начинала оспаривать его какие-то расчеты, он на болезненно на это реагировал, что я думала: ладно, окей, оставлю человека в покое. Он посчитал, это его ответственность, окей. И да, мы просчитывались, мы конкретно так просчитывались, все равно что-то делали. Проект Юрин до сих пор заморожен, тот старый. И было забавно, когда мы тут недавно обнаружили, что у него что-то под 10 тысяч подписчиков до сих пор на Твиттере, и его Твиттер, он живой, вот этой игры, там что-то люди обсуждают, там лайкают и прочее. Это было, конечно, интересно увидеть. Я до сих пор, на самом деле, хочу, чтобы в какой-то момент этот проект увидел свет. Надеюсь, что у нас это получится. А что случилось со мной, как это все разрулилось в моменте? Просто мой бывший босс, который тоже ушел оттуда, из этого хедж-фонда,
Мой бывший босс все разрулил. Да, то есть он нашел нам других инвесторов, другой фонд. Это было очень сложно сделать. Он ради нас действительно тоже жертвовал частично своей собственной зарплатой. Но да, получилось так, что вот у меня была я и 3 ребят. Одного из ребят мы устроили к его другу аналитикам, а 2 ребят мы оставили. И вот втроем, то есть я и 2 аналитиков, как раз вот то, что мне нужно было, чтобы у меня остались документы в Литве, мы продолжили работать. Было сложно постоянно, мы каждый, месяц думали о том, что у нас в любой момент могут кончиться деньги и прочее. В середине 2020 года, как раз в мае, я помню, я подалась наконец-то на постоянный вид на жительство в Литве. Юра подался, по-моему, чуть позже, в июне или в июле. А в июне мы узнали, что Юра выиграл грин-карту. Стали собираться в Америку. Да, ну вот, в общем, какая-то такая история. Если честно, я думала, что я намного быстрее это все расскажу, но как-то получилось, как обычно. Я надеюсь, что вам было интересно это послушать. Возможно, я смогла рассказать вам очень небольшую часть того, что может сделать психотерапия. Я говорю, мы однозначно сделаем подкаст с Юрой на этот счет, потому что мне кажется, что ему психотерапия в работе помогла намного больше. Спасибо за внимание. Если вам интересно было, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь своими собственными историями. Буду рада со всеми пообщаться. И увидимся на следующей неделе. Пока.